Всем привет! Сегодня будет заключительная часть видео, которое я снимаю. Это уже третья часть о метеорите. И сегодня проведем еще несколько экспериментов с нашими осколками и подведем итоги. Что же это за камушек попал к нам в руки? Итак, начнем. Перед нами азотная кислота в стакане. Мы сейчас окунем вот этот осколочек, который поменьше. Вот этот осколочек мы окунем в азотную кислоту. И посмотрим, как реагирует азотная кислота на металл этот. Начнем. Как видите, ноль реакции. Он себя прекрасно чувствует в азотной кислоте. Никакой реакции нету. Вообще никакой. Тишина. Ну что ж, пока оставим его в сторону, отодвинем. Пусть он постоит здесь. Может, через минуту, через две начнется реакция. Посмотрим. Сейчас проведем другой опыт. Перед нами второй осколок, побольше. Если этот осколок имеет 1 грамм, то этот имеет 5 грамм. Вот такой вот осколочек на ниточке. Вы, наверное, уже догадались, для чего эта ниточка. Итак, берем весы. Берем весы. Будем проверять плотность данного металла. Проверим, что же в наших руках. Ставим стакан. Нет, изначально включим весы. Включаем. Ставим стакан. Стакан с водой. Обнуляем. И опускаем. Кстати, надо было сделать по-другому, пока он сухой, взвесить. Давайте мы сначала взвесим его. Взвесим, пока он сухой. А потом будем макать его в воду. Значит, смотрим вес какой. Я говорил, что он имеет 5 грамм. 4,8. Давайте еще раз. 4,8. Хотя был 5 грамм. Давайте посмотрим. Добьемся 5 грамм. Уже 4,9 показывает. 5,1. 5,0. Вот так вот, посерединке. Я его всегда взвешивал, он имел у меня 5 грамм. Значит, видите, да, 5 грамм весит осколок. Ставим стакан с водой. Так, обнуляем. И смотрим. Ноль девять показывает наши весы. Осколок не касается стакана, дна, стенок. Показывает 0,9. Так, дальше мы запишем данные. Отложим в сторону. Снимем пока перчатки, потому что с азотной кислотой мы пока не работаем. Возьмем листочек бумаги и запишем наши данные. Так, выключим весы. Они нам уже не нужны. Отодвинем стакан в сторону. Так,
5 грамм весит наш осколок. Записываем. 5, 5,0. И плотность показал у нас 0,9. Так, 0, 0,9 показал плотность. Так, берем калькулятор. Так, где наш калькулятор? Так, вот калькулятор. Сейчас мы возьмем калькулятор, включим и поделим это все дело. Так, для начала делим вот это число на вот это. Посмотрим, что у нас покажет. 5,0. 5,0. Делим на 0,9. Получаем результат 5,55. Вот так вам покажу. Если вам видно, 5,55 результат. Записываем. 5,55. Так. Но я уверен, что этот метод неправильный. Объяснять сейчас не буду, почему я уверен в этом. Кто захочет, посмотрит предыдущее мое видео, где я проводил уже эксперимент с этими весами, с монетой, с оловом. Кому интересно, пролистайте мои видео и посмотрите, найдете данное видео и посмотрите. Там я подробно объясняю, почему у меня не получается вот именно, почему я не доверяю вот именно этому методу с маленькими цифрами. Вот именно с маленькими цифрами 0,9 до единички, да, там, с маленькими цифрами, короче. Значит, теперь что делаем? Берем, умножаем цифру 70. 70 умножаем на 0,9. 0,9 и делим на 5,0. Получаем результат. А результат у нас показывает вот такой. 12,6 показывает нам калькулятор. 12,6. Записываем на бумажку. Так, еще раз. 12,6. Плотность. Значит так, объясняю. Если верить показаниям 5,5 плотности, то эта плотность подходит к Германию. Это металл такой, Германии называется. Плотность металла 5,33, а у нас 5,55. Если верить вот этой цифре 12,6, то перед нами платиновая группа. Платиновая группа, а именно в нее входят с такими цифрами, у нее подходит палладий. У него по таблице Менделеева 12,02 плотность. Родий. Плотность родия 12,41. И рутений. Плотность рутения 12,45. Кто хочет проверить, пожалуйста, зайдите в интернет, найдите таблицу и проверьте данные числа. Какая плотность получается. То есть, если верить вот этой цифре, то перед нами находится Германия. Но я этому не доверяю, потому что, как я говорил, во-первых, неправильно показывает сами весы. Я не буду объяснять, еще раз говорю, не буду объяснять почему. А с другой стороны, Германия, как я прочитал, я-то не в курсе, но в интернете полистал, почитал о Германии. Это очень хрупкий металл, который буквально как стекло разбивается. Если его уронить, то осколки разлетятся в разные стороны. А перед нами находится довольно тяжелый металл. В предыдущих видео я взвешивал целиком
наш металл, то есть это этот самый самородок мы взвесили целиком, вот это осколки от него. И он оказался довольно-таки тяжелым. Сам самородок имеет там в пределах 600 с чем-то грамм, хотя он по размерам невелик. А как мы знаем, платина и платиновая группа – это очень тяжелый металл. Поэтому утверждать не буду, но, как вы видите, цифры показывают сами за себя. И смотрим еще раз на азотную кислоту. Как видите, сколько прошло времени, уже минута, 2-3, а реакции 0. Как не было реакции, так и нету. На азотную кислоту не реагирует наш металл. Наш осколок метеоритный не реагирует на азотную кислоту. А сейчас, чтобы вы убедились, что это действительно азотная кислота, а не просто водичка там, я сейчас проведу еще один эксперимент, опыт на ваших глазах, чтобы вы в этом убедились. Отодвинем весы в сторону, они нам уже не нужны. Заберем их в сторону. Возьмем перчаточки, так как азотка довольно коварная. Оденем перчаточки, подстрахуемся, чтоб не обжечься, не навредить себе. Так, перчаточки мы одели. Теперь нужно вытащить сам осколок. Так, вот осколочек наш. Как видите, ничего с ним не случилось. Вот он в моих руках. Ставим его вот сюда, на бумажку. Берем монетку. Царская медная монетка, убиенная. Ее не жалко использовать. С ней ничего не произойдет. Она лысая уже, все, убитая. Бросаем ее в нашу азотную кислоту и смотрим реакцию. Смотрите. Вы все видите сами. Начинает дыметь, поэтому мне надо срочно его вынести на балкон. Вот такой вот эксперимент. Вы все видели сами. Я ничего не придумал, не добавил, не убавил. Все делалось на ваших глазах. Итак, жду ваших комментариев, потому что я не специалист в этом и утверждать ничего не собираюсь. Что это за металл, откуда этот металл, но факт остается фактом. Попрощаюсь с вами, откланиваюсь и будьте здоровы. До новых встреч.